Беспроводные ТВС-наушники с функцией активного шумоподавления и настраиваемые функцией прозрачности, а также гибким эквалайзером, автономностью почти 7 часов с одного полного заряда. Эти наушники имеют компактный и сдержанный дизайн, выполнены они из неплохих материалов, если не сказать хороших, эргономичный форм-фактор, защита от пыли и влаги. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня у нас с вами очередной интересный день. Почему интересный? Потому что это снова наушники. И не какие-то наушники а-ля дешево и сердито, а из разряда супер-мега флагманов. Почему? Потому что Жабра всегда дорого. Когда-то я покупал здесь, извините за ремарку, почему? Потому что я не могу не рассказать. Я покупал Жабру 75-ю, и звучали они, несмотря на то, что хорошо, это очень старая модель, у нее была большая проблема. Они не могли работать по одному. И с этого момента к Жабре у меня отношение фу. Я не стал покупать 85-й, но Жабра Elite 4 Active благополучным образом попала мне, как я понимаю, от американцев. Они мне написали: хочешь? Я написал: видите, not for sale, хочу. Я никогда не скрываю, если мне что-то засылают, никаких условий, ТЗ. Я вообще про них ничего не знаю, но я думаю, что узнаете вы и узнаю я обязательно. Допустим, те же Соньки 4 я покупал. И ничуть, кстати, об этом не жалею. Я не знаю, на какую стоимость они будут рассчитывать 4 января, они начинают продажи, но я скажу честно, что пакинг ни о чем. С другой стороны, если вспомнить эко-пакинг тех же Sonic 4, можете посмотреть обзор на канале по ссылке в правом верхнем углу, там вообще позорище. Там эко, они, наверное, бакса 1,5 потратили, эти, наверное, все-таки 3. Достаем уши. Бокс внешне по форме от даже 75-х не поменялся никак, вроде бы он стал чуть-чуть больше. Если смотреть, что они еще туда запихали, притом, кстати, не совсем удобно достается все это дело. Не худшим образом, хоть и не лучшим. Кабель для зарядки USB Type-C и, что еще интересно, амбушюра. Амбушюры запакованные. Это удобно, это хорошо. Все, что мы имеем, мы не храним, потерявши плачем. Ну, что можно сказать? Такой скудненький комплект для таких наушников. Почему? Потому что я ожидал как минимум чего? Как минимум 3 пары сменных амбушюр, а не 2. Или 4, или 5. И желательно, чтобы они были пенные. Здесь даже вскроем. Может быть, они и правда... Нет, не пенные. Пенных амбушюр в комплекте нет. Люфт у крышки нулевой. Сами наушники давайте достанем. Закинем в коробочку и посмотрим, будут ли они заряжаться сходу. Да, будут. Нравится. Пластик здесь не soft touch. Ну вот, люфт у меня небольшой, но есть. Я думаю, раскачается она постепенно, будет больше люфт. По поводу удобства, я скажу, что это не худшая посадка в ухе. Жабра, есть Жабра, ничего не поменялось. Надеюсь, по одному не работают. Смотрим. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия всех конкурсов, которых под конец месяца всегда много. И мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алишке. Все розыгрыши 30 числа ежемесячно. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Jabra Elite 4 Active. Предполагается модель в синем, мятном и черных расцветках. Дизайн простой и очень напоминает Jabra Elite Active 75T. Если вы согласны, что дизайн похож, напишите об этом в комментариях, у кого они есть на руках или 85-е. Зарядный кейс изготовлен из матового качественного пластика, в моем случае синего, к сожалению, не soft touch. Форма в целом стандартная, прямоугольная, с мягкими углами. Габариты не из самых маленьких, но большими их точно не назовешь, поэтому в кармане поместиться бокс может без труда, и он не доставит вам сильного дискомфорта. И как я уже сказал, пластик качественный, тактильно приятный. В моем использовании повреждений пока что не приобрел, но он очень скользкий, поэтому нужно быть аккуратнее, если хотите сохранить презентабельный внешний вид. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C с приятно оформленными краями, индикатор состояния и логотип компании. Люфт у крышки есть только в закрытом состоянии, он еле приметный. Открыть одной рукой бокс просто, крышка в открытом положении надежно фиксируется, что очень радует. Внутри расположены исключительно 2 места под наушники, в каждом из них по 2 контакта для зарядки. Наушники в боксе незначительно гуляют. Притряски вылетают на ура, но если просто перевернуть кейс, остаются на своих местах. Доставать наушники из кейса весьма удобно. Хлопок при закрытии крышки звонкий и бодрый. Саморазряд мизерный. Полный цикл зарядки занимает 3 часа, что весьма немало, и беспроводной зарядки, к сожалению, не завезли. Наушники от кейса можно перезарядить полных 3-4 раза. Изготовлены уши из пластика, и лицевая часть у них прорезиненная. И как раз под ней скрывается та самая физическая кнопка. Люблю физические кнопки, не люблю сенсоры. По типу наушники внутриканальные, затычки
по-английски по-простому. Дизайн достаточно сдержанный, никаких вычурных в детали и неказистых вставок. Jabra в этом смысле молодцы. Фиксация в ухе надежная и комфортная. Во время активной деятельности из ушей они не выпадали. При длительной носке у меня уши от форм-фактора, если честно, устали. Но в данной ситуации все сугубо индивидуально, и я думаю, что привыкнуть реально. Корпус наушников не марки, тактильно приятный. Прорезиненная часть тактильно напоминает soft touch, и как раз именно из-за нее из рук наушники не выскальзывают. Звуковод меня удивил. Сначала я опешил в мыслях, что за такую сумму сеточки на выходе нет. Но не тут-то было. Она просто углублена в корпус. Именно по этой причине сказать точно, из чего она сделана, я не могу. Габариты звуковода небольшие, 5,2 мм в диаметре, вместе с выступом для крепления амбушюр, без которого не все очень хорошо бывает. В самой тонкой части его диаметр составляет 3,3 мм и 5,7 мм в длину. К слову, амбушюры фиксируются достаточно хорошо. На корпусе каждого наушника расположены два слегка углубленных контакта для зарядки, индикаторы состояния, маркировка left и right, механическая кнопка, два микрофона, компенсационное отверстие и логотип компании. Из нажатий на борту воспроизведение паузы, регулировка громкости, переключение композиции, управление вызовами, отключение-включение микрофона, включение и выключение режима прозрачности и активного шумоподавления. И последнее — это вызов и управление голосовым помощником. На нажатие наушники откликаются лучшим образом, никаких преследующих ложных срабатываний, разумеется, нет. Здесь же механика, так как все-таки здесь не сенсорная панель. Также есть встроенный голосовой помощник Alexa и Spotify Tab для воспроизведения музыки и функция Google Fast Pair, разумеется. Наушники оснащены 6-миллиметровыми излучателями с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Активное шумоподавление отрабатывает более чем хорошо. Шумоподавление можно настраивать персонально под себя. Функция прозрачности Hear Through настраивается в приложении ползунком и отрабатывает достаточно реалистично, без дополнительных посторонних шумов. Заряд наушников в шторке устройства отображается. По одному наушники работают, но переподключаются с заметной задержкой. Также автоматически подключаются после извлечения из бокса с ранее сопряженными устройствами. Мультипоинта и сенсоров приближения, к сожалению, нет. Анимация у меня на OnePlus 9 Pro и Xiaomi 11 Pro в наличии. Полный цикл зарядки занимает 1 час 10 минут. На полном заряде наушники играют в течение дня 6 часов 40 минут по кодеку aptX на 50% громкости с выключенной функцией активного шумоподавления. Быстрая зарядка есть. За 10 минут у меня набежало 20%, и хватило это на 1 час воспроизведения музыки на 50% громкости по кодеку aptX с включенным шумоподавлением. Защита от проникновения влаги и пота класса IP57 есть только у наушников. У бокса, разумеется, ее нет. Без тестов не обошлось, я их искупал. В целом результат, как и в большинстве случаев, положительный, что означает, что функционал их не пострадал, но плавать в них нельзя. Далее, для удобного использования нужно установить приложение Jabra Sound Plus, которое доступно на системах Android и, разумеется, на iOS тоже. Перевод внутри качественный. В приложении после подключения гарнитуры имеется 3 вкладки. Первая — гарнитура, в которой расположены все настройки. Вторая называется «Обнаружить», и название говорит само за себя. И третья — «Об устройстве». В ней расположена вся информация о приложении и техническая поддержка. Во вкладке гарнитура имеется заряд наушников в процентах, активация шумоподавления, активация и регулировка режима прозрачности, отключение всех функций и настраиваемый эквалайзер, на который наушники хорошо откликаются. Также есть возможность сохранить пресеты и отрегулировать голос собеседника во время звонка. В правом верхнем углу расположен значок настроек, в котором есть обновление прошивки, которые мне уже прилетели. Настройки качества звука, настройка шумоподавления и дополнительная информация о наушниках. Нажатие настраивать под себя нельзя, только привыкать к уже имеющимся. Есть поиск наушников по GPS-метке точки, в которой произошел разрыв соединений, и, возможно, воспроизведение сигнала, который сложно не услышать для поиска, опять же. Bluetooth последней версии 5.2 из кодеков по данным с OnePlus 9 Pro есть SBC и aptX, через 2 стены не отваливались и фризов не было. Задержки на YouTube низкие, в играх задержки более ощутимые, картинка отличается от звука. Примеры вы сейчас увидите на экране. По мне, играть некомфортно.
Микрофоны улавливают голос отлично, посторонние шумы в виде проезжающих мимо автомобилей практически не слышно. Примеры вы услышите. Звук я записываю без применения пресетов или настроек эквалайзером, проще говоря, из коробки. Пример работы микрофонов Jabra Elite 4 актив. На улице, в шапке они будут работать примерно так. Больше всего мне нравятся их механические кнопки. По поводу формы, так себе. Бывает и лучше, когда шапка на вас, они давят. Если шапку мы чуть-чуть снимем, просто снимем, и будем пытаться разговаривать рядом с дорогой, примерно так вас будут слышать собеседники. Опять же, микрофоны плохими быть в принципе не могут. Почему? Потому что стоят они конски. Я думаю, стоимость вы сами сможете загуглить, либо посмотрите по ссылке в описании к видео. Космос. Космос. Но это все лирика. Самое главное, для чего мы с вами здесь собрались, для того, чтобы вы оценили, насколько хорошо работают микрофоны без прикрас. Ветер боковой, наверное, метров 5 в секунду, задувает в левый наушник, иногда не задувает, переменный. И вот так вас будет слышать собеседник. Jabra всегда хорошо, только дорого. Смотрим. Звучание, по мне, сбалансированное. Сцена среднего объема, не топ. Инструменты и вокал отыгрывают хорошо, и детальность в данном случае неплохая-хорошая. Басы объемные и быстрые, не перекрывают полностью собой основной диапазон частот. Басы с увеличением громкости все больше бухают, и за счет этого полностью выкручивать громкость не камильфо. На пальцах при повышении громкости низкие частоты пожирают средние, к сожалению. Средние частоты лишь незначительно теряются на фоне баса, хотя в целом детализация остается хорошей. Верхние частоты яркие, а низкие частоты не утомляют. Но по верхним частотам вы же понимаете, что это затычки. Особо прекрасного чего-то вы не услышите, к сожалению. Запас громкости приличный. Из минусов: нет игрового режима, нет сенсоров приближения, долгая зарядка бокса, нет игрового режима. И я бы не сказал, что звук является чем-то, что может конкурировать с соньками четвертыми или третьими, или теми же синхами вторыми. Он просто хороший. Это не премиум сегмент. Стоят они в районе $160. Ссылка в описании к видео. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. К слову, сегодня был обзор на Samsung Galaxy S21 FE, и он очень дорогой, около 60 тысяч, но FE20, который не намного хуже, очень часто торгуется на Тмоле за 26. Считайте, в 2 раза дешевле, даже больше, а иногда бывает и по 23. Так что смотрим телегу, примеряемся и покупаем что-то выгодное. Резюмирую, наушники по звучанию автономности для своей цены в российском ритейле хорошие. Топовыми их назвать сложно, к сожалению. Шумоподавление и режим прозрачности меня порадовали, как и приложение. Все, можно сказать, вылизано. Пользоваться устройством приятно, никаких заморочек у меня с ним не возникло, и это уже большой плюс за комфорт. Плюсы их везде можно примерить, опять же, если вы живете в мегаполисе, приходите, примеряете, слушаете и решаете для себя, стоят они своих денег для вас или нет, потому что те же KZ SK10, которые недавно были на канале и стоят 2 с лишним тысячи рублей, звучат не хуже, лично по мне, при правильном подходе, правильном подборе амбушюр. Там примерно такая же форма и не меньший панч, я бы даже сказал больше. Если рассматривать цену относительно нынешнего рынка и именитых брендов, то в целом она слегка завышена, но не так сильно, как во многих других случаях, вспоминаем Синхи и Sony. Поэтому, если вы бежите за брендом, то однозначно девайс сюда. Подписываемся на канал с колоколом, пишем, обозревать ли еще подобные такие наушники, которые являются топовыми в данном сегменте. Смотрим канал, смотрим топ-10 беспроводных наушников, их больше 30 штук. Пишем в комментариях, что еще купить на обзор. Следующий обзор будет на Meizu Pop 3. Вкладыши, они вам понравятся. Добра и удачи вам, дорогие друзья!